Господа, как и обещал, видео об Эттере Бастианине. Я появляюсь перед вами буквально на пару секунд, чтобы сказать несколько слов о навигации по материалам. В описании к этому видео вы найдете ссылку на сайт Ассоциации Эттере Бастианини. Можете перейти на этот сайт, там вы найдете множество архивных фотографий. Если вам интересно, можете их посмотреть, и другие материалы. Также в описании я оставлю ссылки на некоторые YouTube-каналы, на которых вы найдете огромное количество записей Эттере Бастианини, в том числе это канал Ассоциации, на котором помимо записей вы сможете посмотреть конференции, посвященные творчеству Эттере Бастианини. Поэтому обязательно переходите, слушайте записи. Помните, что ни я, ни музыковед с 3 высшими образованиями никогда не расскажет вам о певце лучше и больше, чем сам певец. Певца нужно слушать. Также хотелось бы попросить вас проявить максимальную активность на этом видео, потому что, как вы понимаете, видео о певцах прошлого для меня намного важнее, чем какие-то мои критические опусы. И я буду благодарен, если именно на видео о певцах будет огромная активность и как можно больше людей узнают о этих великих людях. Поэтому, если вам не сложно, напишите комментарий, любой, можете критический, лайк и все такое. Что еще? Да, напоминаю, что у нас есть телеграм-канал. Кстати, переходите, я туда выложу список всех выступлений Эттере Бастианини, хронологию полную. Можете ознакомиться, если вам интересно. И также я буду упоминать в видео книгу Лаури Вольпи «Вокальные параллели» или «Параллельные голоса» в другом переводе. Тоже туда книгу выложу в телеграм. Можете перейти и ознакомиться. И вообще там много очень полезных материалов, фотографий, так что переходите, подписывайтесь. Здесь же упомяну в который раз канал Франко Корелли Инфоцентр, на котором вы можете найти полные оперы с Бастианини, в частности это Полиевкт и Трубадур из Ла Скала. На мой взгляд, вот в такой формации они воспринимаются зрителем даже намного лучше, чем старые записи, на которых вы, бывает, не видите ни лиц певцов, или они размазанные, также декорации. А тут вам буквально вы как будто сидите в зале. Поэтому обязательно переходите и смотрите полные оперы, слушайте великих певцов. И еще один момент, который я бы хотел обозначить, прежде чем вы посмотрите видео. Возможно, вы не знали, хотя, скорее всего, знаете, Эттере Бастианини начинал свою карьеру как бас. Но, как вы понимаете, в то время он не был известен, и не сохранились его записи и фотографии выступлений, тем более видео. Поэтому первая часть, не часть, а там первые несколько минут видео посвящены его деятельности как баса. Глупо было бы про это не сказать, но, естественно, визуальная и аудио составляющая не такая богатая, как в части, где мы говорим о Бастианине как о баритоне. Конечно, как баритон он нам интересен в первую очередь. Поэтому не переключайте ни в коем случае. Первые несколько минут это разговор о Бастианине как о басе. Это я просто говорю для нетерпеливых людей, которые любят быстро выключить видео. Не переживайте, дальше будет повествование сопровождаться и записями, и отличными кадрами из Ла Скала. Спасибо за внимание. И приятного просмотра. Alzati, là tuo figlio, a te concedo riveder. Эттере Бастианини родился 24 сентября 1922 года в Сиене. Мальчик рос без отца, и мать была для него единственным близким человеком. После того, как Эттере окончил начальную школу, мама определила его к маэстро Гаэтано Ванни, который стал заниматься музыкальным воспитанием юноши. Уже в 15 лет он начал выступать и присоединился к хору Сиенского кафедрального собора. В 1937-1938 годах он пел как бас во время месс и религиозных мероприятий. Свои первые профессиональные концерты он дал в 1940 и 1941 годах в Аскиано, в Сиенской крепости Медичи и театре Роцци. В 1942 году он получил первый приз на 6-м национальном конкурсе певцов во Флорентийском театре Коммунале, но вскоре был призван в военно-воздушные силы Италии, что не позволило ему сразу воспользоваться стипендией, прилагавшейся к премии. По счастью, на воинской службе в воздушных войсках он пробыл всего несколько месяцев. После службы, ближе к концу Второй мировой войны, Бастианини возобновил свою карьеру. 28 января 1945 года на концерте в Сиене он исполнил басовые арии «Векья Дзимара»
Чиара из оперы Пучини «Богема» и Ла Колунья из оперы Россини «Севильский цирюльник», вскоре включив и Коллина, и Дона Базилио в свой постоянный репертуар. Так, в ноябре того же года состоялся его оперный дебют в партии Коллина в «Богеме» в театре Данте Алигьери в Равенне. В 1946 году Бастианини наконец-то смог воспользоваться стипендией, которую он получил 4 годами ранее, и начал обучение во Флорентийском театре Коммунале. Там он пел в концертах вместе с такими мастерами вокального искусства, как Федоро Барбьери и Роландо Панераи. В том же году Бастианини участвовал во многих спектаклях в небольших итальянских оперных театрах, например, таких как театр Верди во Флоренции. Также он впервые исполнил партии Бонзы в «Мадам Баттерфляй» Пучини, Дона Базилио в «Севильском цирюльнике» Россини и Спарафучилли в «Риголетто» Верди. В 1947 году Бастианини отправился на гастроли в Египет, где пел Дона Базилио и Спарафучилли в Каире, Александрии и Гизе, выступая на одной сцене вместе с великими Джино Бекки и Марией Канильей. 24 апреля 1948 года он дебютировал в Ла Скала в партии Тересия в опере оратории Стравинского «Царь Эдип». Итак, перечислим главные партии Бастианини в басовом периоде творчества. Дон Базилио в «Севильском цирюльнике» Россини, Коллин в «Богеме» Пучини, Мефистофель в «Фаусте» Гуно, Спарафучилли в «Риголетто» Верди, Рамфис в «Аиде» и многие другие партии в таких операх, как «Сомнамбула», «Лючия де ла Мирмур», «Вильгельм Тель», «Сила судьбы», «Аида», «Федора», «Плащ», «Турандот», «Мадам Баттерфляй», «Джанни Скики», «Осуждение Фауста» и «Трубадур». В мае 1950 года Бастианини снова выступал на гастролях в Каире, исполняя партию Феррандо в «Трубадуре» Верди вместе с Джино Бекки в роли Ди Луны, который тогда и предложил молодому басу переквалифицироваться в баритона. Также переходу Бастианини к иному репертуару поспособствовал маэстро Лучано Битарини, который во время нескольких репетиций в мае 1951 года убедил Бастианини в том, что его голос лучше подходит для баритонового репертуара, после чего молодой певец решил прекратить карьеру баса, аннулировав все действующие контракты. Дебют Бастианини в качестве баритона состоялся 17 января 1952 года в Сиене в партии Жоржа Жермона в «Травиате» Верди. Это выступление принесло ему только разочарование. Успеха у публики он не имел, и ему пришлось на время покинуть сцену. Этере обратился за помощью к маэстро Лучано Битарини, с которым прозанимался около 7 месяцев. Так как оплаты за выступление второстепенного певца, каким был в то время Этере, едва хватало на пропитание и содержание матери, педагог давал уроки бесплатно, веря, что с такой роскошной вокальной базой молодой человек сделает блестящую карьеру и сможет быстро с ним рассчитаться. Прогнозы маэстро оправдались даже раньше, чем он ожидал. Вернувшись всего через 7 месяцев, 19 июля Бастианини дебютировал в партии «Риголетто» в одноименной опере Верди в Сиене. Оглядываясь на оперную историю 20-го столетия, можно вспомнить многих выдающихся исполнителей этой роли. Но говоря о середине века, сложно представить баритона, который выглядел бы в этой партии более убедительно. Другой выдающийся итальянский баритон, наверное, его главный конкурент, Титто Гобби, был наделен незаурядными актерскими способностями, и часто именно это являлось причиной его успеха. Но в то же время он испытывал некоторые вокальные трудности и имел проблемы с верхними нотами. Так что если говорить именно о вокальной интерпретации образа обманутого и разбитого горем отца, вряд ли кто-то может соперничать с Бастианини. В его тембре было все для воплощения этой драматической роли. Бархатный, теплый, плотный звук большого объема по экспрессии, превосходивший любой другой голос. А техническая оснащенность, точная, но живая интонация, контроль дыхания, безупречная фразировка, невероятная глубина голоса, который в то же время имел отличную проекцию, обеспечивала настоящее вердиевское пение, превращала каждую вокальную строчку в полноценное художественное высказывание.
Затем в декабре он спел партию Елецкого в 3 спектаклях «Пиковой дамы» Чайковского. Важно отметить, что это были 3 первых исполнения оперы русского композитора на итальянском языке. Вообще, с 1952 по 1954 Бастианини часто пел партии в русских операх. Так он спел Мазепу в одноименной опере Чайковского и Андрея Болконского в опере Прокофьева «Война и мир» на фестивале «Флорентийский музыкальный май». Именно в этом спектакле Этере Бастианини впервые выступил с Франко Корелли, который спел тогда Пьера Безухова. Спектакль стал отправной точкой в их дальнейшей совместной работе. Этот творческий и дружеский союз за 10 с небольшим лет подарит зрителю одни из самых блистательных и значимых оперных событий середины 20-го столетия. И если сегодня вспомнить лучшие тандемы тенор-баритон, вне всяких сомнений на одной из первых позиций за весь 20 век будут стоять фамилии именно этих двух великих артистов. Di me scherno, va, sora me commisurarti, a vigliacco non è core, che consacra il disonore. Ah, segnati la tua sorte, ah, segnati la tua sorte, В это же время Бастианини поет в Гамбурге в плаще Джакомо Пуччини, но уже Микелле. Эта партия, требующая от баритона темного плотного звука, подходила голосу Бастианини как нельзя лучше. Aspetta, che cosa aspetta? Forse il mio sonno. В этой партии Бастианини также будет выступать в Ла Скала в сезоне 58-59 года вместе с выдающимися певцами Анджело Лофореза и Кларой Петреллой под управлением Джанандреа Гаваццини. 1953 год начался для Бастианини с успешного дебюта в роли Энрико в «Лючии ди Ламермур Доницетти» в Флорентийском театре Коммунале. Он спел 4 спектакля, в которых его партнерами по сцене стали Мария Каллас в роли Лючии, Джакомо Лаури Вольпи и Джузеппе Ди Стефано, исполнявшие Эдгара в разных спектаклях. Маэстро Лаури Вольпи, будучи не только превосходным певцом, но и мастеровитым писателем, в своей книге «Вокальные параллели» охарактеризовал голос Бастианини следующим образом. Это голос чисто баритоновый, податливый, уверенно звучащий, батистиневского типа. Имеется в виду король баритонов Маттиа Баттистини. Для такого голоса характерна спонтанность эмиссии, правильная дозировка дыхания и мягкость тембра. Одно наслаждение слушать его в Риголетто, в Джоконде, восхищаться его великолепным легато, этими отшлифованными мягкими звуками, не омрачаемыми техническими недостатками. В июле Бастианини открывает для себя французский репертуар. В Триесте он дебютирует в партии Зурги, в «Искателях жемчуга» Жоржа Бизе. Но спев 3 спектакля в июле 53-го и 2 спектакля в феврале 54-го, он больше не возвращался к этой роли, чего нельзя сказать о партии «Эскамильо» в другом шедевре французского композитора. Эту партию Бастианини будет петь регулярно с 1957 года.
Дебют Бастианини в Метрополитен-опере состоялся 5 декабря 1953 года в партии Жоржа Жермона в Травиате Джузеппе Верди. В тот вечер он пел вместе с Личи Альбанезе в партии Виолетты и Ричардом Такером в партии Альфреда. В конце 1953 года Бастианини дебютирует аж в 3 новых для себя партиях. Это Дон Карлос в «Силе судьбы» Верди, Жерар в опере Умберто Джордано Андре Шинье и граф Ди Луна в «Трубадуре» Верди. В этой партии он дебютирует в Метрополитен-опере в спектакле со звездным составом певцов Зинка Милонова, Елена Николаи и Курт Баум. Все 3 новые роли станут важнейшими в карьере Бастианини. Отдельного внимания заслуживает партия графа Ди Луны. Можем ли мы сегодня представить лучшего исполнителя роли графа? Вряд ли. Бастианини полностью владел этой партией. У него было все для не просто великолепного, а неподражаемого исполнения. Каждый фрагмент этой партии, не только ария, запоминается благодаря вокальной и актерской работе Этеры Бастианини. Мы узнаем из тысячи его феноменальную, твердую атаку звука на первой фразе терцета «Ди джелозо амор спреццато». А его исполнение знаменитой арии из 2-го акта — это лекало, буквально эталон. Его бесконечные легато, спетые полным настоящим баритональным тембром, свободные верхние ноты, нюансировки, и все это с полным сохранением ядра голоса. Не будем забывать о сцене, следующей после арии. Она требует от певца использования совсем иных музыкальных штрихов. Длинные легато сменяются отрывистыми вокальными фразами. Бастианини и тут мастерски контролировал голос. Non può nemmeno un Dio rapirci a me, no, non può rapirci a me, non ci bravo per le miserabili, la diceva Cerchiamoci fra l'ombra nel mistero, si può cerchiamoci fra l'ombra nel mistero, cerchiamoci fra l'ombra nel mistero, cerchiamoci fra l'ombra nel mistero, fardir. 10 мая 1954 года он дебютировал в качестве баритона в «Ла Скала» в непривычном для итальянца репертуаре, в заглавной партии в Евгении Онегине Чайковского с Ренатой Тибальди в роли Татьяны и Джузеппе Ди Стефано в роли Ленского. Карьера Бастианини шла на взлет, только в «Ла Скала» он исполнил 20 баритоновых партий. Так, 28 мая 1955 года он выступил вместе с Марией Каллас и Джузеппе Ди Стефано в знаменитой постановке «Травиаты» под руководством Лукино Висконти и дирижера Карло Мария Джуллини. Роль любящего, преданного отца, указывающего сыну праведный путь вопреки романтическим желаниям юноши, получилось у Бастианини как нельзя лучше.
31 октября 1955 года он дебютировал в лирик-опере «Чикаго» в партии Рикардо в опере Беллини «Пуритане» с Марией Каллас в роли Эльвиры, Джузеппе Ди Стефано в роли Артура и Николой Росси Лимени в роли Джорджио. В апреле 1956 года он впервые спел Ренато в бале Маскараде Верди в Ла Скала. Дебютный спектакль прошел с огромным успехом, после чего Бастианини спел еще 6 спектаклей в апреле и мае. Его партнерами по сцене были Джузеппе Ди Стефано, Никола Дзакария, Антониетта Стелла, Эбе Стиньяни и Лючия Даниэлли. Роль Рената в этой остросюжетной опере Верди по праву считается одной из главных, если не главной в творчестве Бастианини. Как и вся опера, партия Рената богата музыкальными красками и оттенками, действия изобилуют яркими контрастами, мрачные сцены сменяются радостными, а драматическая развязка происходит на фоне бала. Насколько ариоза Рената, облеченный свыше властью, полно благородства, настолько его известная ария из третьего действия полна горечи и ненависти. Esecrabile l'universo avveleni per me, avveleni per me. Traditor che compensi in tal guisa dell'amico tuo primo. В 1957 году Бастианини впервые появился на итальянском телевидении в экранизации оперы «Трубадур» с Лейлой Генджер, Марио Дель Монако и Федорой Барбьери. Летом того же года он исполнил партию Дона Карлоса в легендарной постановке Эрнани Джузеппе Верди на флорентийском музыкальном «Мае» вместе с Анитой Черкуэти, Марио Дель Монако и Борисом Христовым. Дель Монако в своих воспоминаниях, давая краткие характеристики своим любимым партнерам, пишет следующее: «Наконец, с бесконечной тоской я вспоминаю Этера Бастианини, обладателя одного из красивейших баритонов тех лет, редкостно соединявшего прекрасную дикцию и мастерство бельканто». В марте 1958 года Бастианини впервые спел Скарпия в Тоске Пуччини в Неаполитанском театре Сан-Карло, разделив успех с Ренатой Тибальди и Джузеппе Джизмондо. В этом же театре Бастианини блистательно исполнил важнейшую в его карьере партию Дона Карлоса в «Силе судьбы» Верди. Если вы смотрели видео о Корелли, то помните, какой великолепный состав был в той постановке. Помимо Бастианини в спектакле приняли участие Рената Тибальди, Франко Корелли, Борис Христов и Мариана Каруза, выдающийся тенор компримарио, однофамилец короля теноров. Напоминаю, что этот спектакль был полностью записан на пленку и является собой тот редкий случай, когда мы можем насладиться не только вокальными интерпретациями, но и сценическим действием, актерской работой великих артистов. Il mal pensiero
Затем последовали еще 3 новые для него партии в Ла Скала. Нетипичная для него комическая амплуа Белькоры в «Любовном напитке Доницетти», Эрнесто в «Пирате Беллини». В этой постановке он пел вместе с Марией Каллас и Франко Корелли. И, конечно, его великолепный «Набукко» в одноименной опере Верди. В июле того же года он дебютировал на Зальцбургском фестивале в партии «Родриго» под управлением Герберта фон Караяна. E lui adesso l'infante, o mio Rodrigo, altezza, sei tu che io stringa il seno, o mio prince, signor, del te che avete via del mio dolore, o amato paggio e consolatore. L'ora suona, te chiama il popolo fiammingo, soccorrer tu lo dei, ti fa suo salvator. Ma che vidio, quale pallor, qual pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai triste il cor, Carlo mio, con me dividi il tuo pianto, il tuo dolor. В декабре 1958 года Бастианини спел в Ла Скала свою единственную барочную оперную партию «Лихаса» в «Геркулесе Генделе» вместе с Джеромом Хайнсом, Федорой Барбьери, Франко Корелли и Элизабет Шварцкопф. Конечно, Бастианини — это в первую очередь символ именно вердиевского пения. Его главные и самые запоминающиеся интерпретации — это герои вердиевских драм: Ди Луна, Риголетто, Набукко, Дон Карлос, Жорж Жермон, Рената и Родриго. Но не меньшего успеха Бастианини добивался и в партиях репертуара бельканто, хотя исполнял их намного реже. В первой половине карьеры баритона он блистал в «Севильском цирюльнике» Россини, прекрасно справляясь с быстрым темпом, верхними нотами, демонстрируя отличный контроль и подвижность голоса. L'arco il fatato nella città largo, la 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 la, e presto bottega che la vai già presto, la 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 la. Ah, che bel vivere, e che bel piacere, e che bel piacere, e per un barbiere di qualità, di qualità. В операх Винченцо Беллини Бастианини спел всего 2 партии – Эрнесто в «Пирате» и Рикардо в опере «Пуритане». Поклонникам музыки Гаэтано Доницетти повезло больше всего. Бастианини спел 4 партии в операх итальянского мастера. Это Энрико в «Лючии де ла Мирмур», Альфонс XI в «Фаворитке», Север в «Полиевкте» и Белькоре в «Любовном напитке». Партия Энрико в «Лючии де ла Мирмур» Доницетти стала самой исполняемой бельканто ролью Бастианини. Он пел ее с большим успехом и, надо отметить, регулярно, начиная с 1953 года. Он уверенно чувствовал себя в драматических фрагментах, прекрасно выражая силой своего голоса ненависть и гнев брата Лючии, а также блестяще исполнял сложные пассажи и предельно верхние ноты. Su voi tremendo rugge e che fiamma che mi strugge, io col sangue spegnerò, io col sangue e che fiamma che mi strugge spegnerò, col sangue spegnerò,
Знаменательной для Бастианини стала роль римского проконсула Севера в малоизвестном шедевре Доницетти «Полиевкт». Этой оперой театр Ла Скала открывал сезон 1960 года. Помимо Этторы Бастианини, Франко Корелли, Марии Каллас в спектакле приняли участие блистательный греческий бас Никола Дзакария и выдающийся тенор компримарио Пьеро де Пальма. Спев всего 8 спектаклей, Бастианини создал один из самых запоминающихся баритоновых образов в своем творчестве. Север появляется на сцене спустя 40 минут от начала спектакля и исполняет свою первую арию, в которой помимо блистательного легато и безукоризненной фразировки Бастианини продемонстрировал владение верхним регистром, взяв в завершении арии верхнюю соль, чем вызвал бурную овацию зала. Весной 1960 года он выступил в Метрополитен в 3 спектаклях «Силы судьбы», 2 спектаклях «Трубадура» и 5 спектаклях Андре Шенье, разделив успех с Ренатой Тибальди, Зинкой Милановой, Антониеттой Стеллой в разных спектаклях, а также Карло Бергонци и Ричардом Такером. Партия Жерара в главной опере Умберто Джордано по праву считается одной из важнейших в карьере итальянского баритона. Он исполнял ее регулярно до самого завершения своей карьеры. Сегодня сложно представить лучшего Жерара, хотя в то время было достаточно великолепных исполнителей этой партии: Джан Джакомо Гуэльфи, Ансельмо Калдзани, Альдо Протти, Марио Сирени, Джузеппе Тадеи и многие другие. Но Бастианини выделялся за счет сочетания превосходной техники, богатства тембровых и динамических оттенков и природной неподдельной страсти. Raccogliere le lacrime dei vinti e sofferenti, fare del mondo un pantheon, gli uomini di immutare e non solo bacio e in un sol bacio abbraccio. В декабре 1961 года он исполнил в Ла Скала партию Роланда в редкой опере Верди «Битва при Линьяно» вместе с Франко Корелли и Антониеттой Стеллой под управлением Джанандреа Гаваццини. Успех был оглушительный. Всего за месяц Бастианини спел в 8 постановках «Битвы при Линьяно». Именно об этой малоизвестной опере Джузеппе Верди люди обычно забывают, но благодаря таким составам артистов сегодня это история мировой оперы. La
Я уже не раз упоминал о феноменальной технике Бастианини, силе голоса, разнообразии вокальных интонаций, безупречной фразировке, широком диапазоне и многих других достоинствах его голоса. Но есть еще одна характерная черта его интерпретации, которая пронизывает красной нитью абсолютно все его роли и образы. Это невероятно бурное течение жизни, которое было имманентно его героям. Каждый исполненный им персонаж – живой человек. Настолько живой, насколько это вообще возможно в оперном искусстве. И по злой иронии судьбы, именно в этом творческая сторона его личности представляет антитезу биографической. В ноябре 1962 года у Бастианини была обнаружена опухоль горла, и это всего через несколько месяцев после смерти его матери от рака. Он обсуждал свою болезнь только с семьей и некоторыми близкими друзьями, опасаясь, что эта новость может негативно сказаться на его карьере. Врачи предлагали ему операцию, которая, вероятно, могла бы дать ему шанс дожить до глубокой старости. Однако при этом он навсегда вынужден был попрощаться со сценой. Поэтому Бастианини предпочел иной способ – опаснейшее облучение радиацией. Первые 4 месяца 1963 года он провел на лечении в Швейцарии, а в апреле следующего года вернулся на сцену, исполнив несколько своих главных партий в Венской государственной опере. Последствия как болезни, так и лечения не замедлили сказаться на его голосе. Он потускнел и перестал подчиняться воле певца. Критики неоднозначно оценили его голос, отметив, что он стал более сухим, чем раньше. По мере ухудшения здоровья Бастианини все больше впадал в депрессию и сомневался, стоит ли ему продолжать петь. В Ла Скала он был освистан публикой в Риголетто. Никто не мог понять, в чем причина упадка певца, которому едва исполнилось 40 лет. Театры постепенно разрывали с ним контракты, хотя во многих городах мира – Вене, Страсбурге, Токио, Берне, Каире – он еще выступал с концертами и изредка появлялся на сцене. Осенью 1963 года он дебютировал в Токио в постановке «Трубадура Верди», транслировавшейся по японскому телевидению в прямом эфире. В декабре того же года он в последний раз выступил в Ла Скала в партии Родриго в Дон Карлосе Верди. В последние 2 года карьеры здоровье Бастианини постепенно ухудшалось. Его выступления были весьма неоднородными, одни превосходными, другие слабыми. В 1964 году он исполнил свою последнюю новую роль – Мефистофель в осуждении Фауста Берлиоза в Сан-Карло, получив хорошие отзывы прессы. Но его выступление в Трубадуре в Прато в том же году было катастрофическим. В 1965 году, в свой последний год на сцене, он вернулся в лирик-оперу Чикаго, чтобы спеть Амонасра. Он также исполнил партии Скарпия во Флорентийском театре Коммунале и Яго в Каирской опере. Большую часть 1965 года он выступал в Метрополитен с неоднозначными результатами. Некоторые спектакли были приняты хорошо, но во время исполнения Тоски его освистали. Его 87-е и последнее выступление в Метрополитен состоялось 11 декабря 1965 года. Символично, что в тот день он пел партию Родриго в Дон Карлосе. Знаменитой сценой смерти благородного героя закончилась творческая биография прославленного певца. Реальная смерть наступила через год с небольшим, в особняке неподалеку от его родной Сиены. Спустя много лет в книге, посвященной Бастианини, Франко Корелли написал следующее. «Мои воспоминания об артистической деятельности Этторе Бастианини обширны и прежде всего связаны с нашими совместными выступлениями в Ла Скала. Думаю, что по крайней мере в 90 случаях из 100 он был моим партнером, когда пел в Милане, в Трубадуре, в Андре Шенье, в Эрнане, мой дебют, и, наконец, в таких редких постановках, как «Геракл», «Пират», «Полиевкт» и «Битва при Линьяно». Несомненно, Бастианини один из лучших баритонов, которых выдвинуло наше поколение вокалистов, особенно если говорить о партиях, требующих широкого голосового диапазона, кантабельности и элегантности певческого стиля. Это был исключительный голос благородного аристократического звучания, где звук направлялся в маску, что напоминало манеру такого величайшего баритона, каким являлся Титто Руффо. Использование маски, какого он добился, давало его голосу особую полетность, яркость и подчеркнутый индивидуальный характер. Не подлежит сомнению, что это был настоящий вердиевский голос, по округлости, насыщенности звучания, чему помогала врожденная музыкальность. Великолепно пел он Жермона в Травиате, исполняя арию «Ди Провенца эль маре эль соль» с красивейшим легато. Это был изумительный граф Ди Луна в Трубадуре, где он поражал меня не только своими блестящими верхами, сколько звучанием в ряде фраз в нижнем регистре, столь глубоким, плотным, насыщенным, что можно было только диву даваться, как богаты его вокальные возможности. Но и вне рамок вердиевского репертуара его прирожденное изящество певческого стиля раскрывалась порой неотразимым образом. Скажем, в операх Доницетти, где так важна певучесть, кантабельность исполнения, да и богатая амплитуда звучания. Говоря о Бастианини, еще нельзя не сказать о его редком профессионализме, который проявлялся и в мелочах, в заботах о том, как выглядит парик, сценический костюм, грим и прочее. Но прежде всего он сам был внутри персонажа. Имея прекрасную фигуру и внешность киногероя, он всегда импозантно и убедительно выглядел на сцене, что столь важно в театре. Мы выступали вместе в разных спектаклях больше 10 лет
лет, а в последний год его театральной карьеры вновь встретились в Метрополитен-опера, где пели «В силе судьбы», а потом в одном представлении Шинье в Сан-Франциско. Он тогда уже чувствовал себя плохо, голос звучал устало и многое утратил из своего тембрового обаяния. Но никто не догадывался о его страшной болезни, и мы, коллеги, еще верили, что ему удастся выбраться из этого временного кризиса, предполагая, что это фарингит или нечто подобное, и предлагали ему кандидатуры знакомых медиков, способных, как нам казалось, помочь ему. Сначала он ничего не говорил в ответ, но потом позвонил мне по телефону и, поблагодарив за заботу, сказал, что не существует врачей, которые могли бы решить его проблемы со здоровьем. Лишь после кончины профессор Перотто, который являлся нашим общим другом, рассказал мне кое-что о болезни, с которой тот боролся в течение ряда лет, и которая завершилась его трагической, безвременной смертью. Это был поистине великий артист, достойный самой доброй памяти. Милан, 28 ноября 1990 год. Sole d'un suo sguardo